Всем привет! Это видео одно из нескольких видео нашего велопутешествия лета 2019 года. В прошлом видео мы рассказали вам, как мы попали в Мьянму, какую сим-карту купили и что посмотреть в Пане. Это видео доступно по ссылке в описании. В продолжении вашего виртуального путешествия по Мьянме вы узнаете о том, как выглядит сезон дождей в Мьянме, местная мьянмарская кухня и трафик в самом крупном мегаполисе Мьянмы – Янгоне. Поехали! Первое, что нам нужно было сделать, это снять деньги в банкомате в Пане. Обычно все проходит гладко, но не в этот день. Мы сегодня выдвигаемся дальше из города Паан. И вчера вечером мы выяснили, что у нас закончились деньги, а сегодня выходные. И как оказалось, банки не работают. Есть всего один банкомат, который специально для иностранцев, где можно снять деньги. Как она свободно и быстро идет. Фух, получилось. С наличкой можно ехать дальше. Уже недалеко от города нас ждала наша первая достопримечательность. И все бы ничего, если бы не сезон дождей. Мы приехали к пещере, а здесь людей возят на лодке, потому что все затопило в сезон дождей. Вот дорога затопленная. Люди ходят прям по воде. В общем, я все-таки решила пойти в пещеру по воде. Вот, рисовое поле настолько разлилось, что приходится черпать ногами воду. В общем, я уже по колено в воде, становится все глубже и глубже. О, здесь плавают рыбки даже. Вот чем занимаются люди, которые пришли в храм. Весело. Вот мужчина тоже решил покупаться. А что не, водичка тепленькая, я бы сама покупалась бы. А это самая глубокая часть. Я уже совсем близко к храму. Пропал свет полностью. И за мной пришли меня спасать. В общем, пещера мне понравилась, в нее сходить стоит, тем более, что вход, насколько я поняла, бесплатный. Но меня ждала неожиданность в пещере, когда я дошла уже практически до самого конца, выключился свет во всей пещере. А так как у меня не было фонарика, я с собой ничего не брала, у меня был только фотоаппарат, я могла подсвечивать только ним, чтобы хоть немножко узнать дорогу. Вскоре ко мне навстречу пришел парень из группы, которые видели, что я там одна осталась в этом уже куске пещеры, и они меня спасли. У них был фонарик, они меня вывели. Поэтому будете в пещере, берите фонарики. Как тебе салат с чаем и бамбуком? Оригинальненько, необычно. Есть можно, но я бы не сказал, что я в восторге прям. Ну ты ешь. Ну, а ничего больше нету. Есть еще баклажанчики, бамбук свежий. А вот чай с бамбуком. Такой вот салат. А это рыбный соус. Начался ливень, мы решили остановиться поесть. Вот это нам все принесли, хотя мы заказывали одну рыбу. Ну, рис, само собой. Юра рассыпал по тарелкам рис, нам принесли еще одну кастрюлю риса, петрушка. Впервые нам принесли петрушку. Огурцы свежие, кусочки манго зеленого, они идут как овощи. Не помню, как называются эти овощи, но в Ханое они тоже популярны. Из них сделали еще и салат. Нам салаты не очень нравятся, потому что у них лук везде. А нам лук не нравится. Это салат из перца зеленого, это салат из бамбука, рыбный соус, салат из горького огурца, это какая-то подлива из трав,
мы ее не пробовали. И чай горячий нам принесли. В Мьянме воду продают в основном паками. Вот, такой вот пак стоит 75 центов всего. Здесь 6 литровых бутылок. Почему-то 1,5 литровых бутылок здесь нет. О, сегодня наконец-то отличная дорога. В принципе, в первый день была тоже отличная, но сегодня не хуже, потому что сегодня она ровная. Можно ехать в среднем 25 км в час. Юра даже 30 едет. Нам нравится велопутешествие за то, что можно остановиться в любом классном месте, о котором знают только местные, как, например, этот храм на озере. Доехали мы вот до такого места на трассе. Прям вы видите пагоду на озере и храмы на горе. Вот они. Мы хотели просто сфотать, но подошел мужик и прям загнал Олю внутрь. Он такой настойчивый. Так куда оставляйте велосипеды? Пошлите, пошлите. В этот день мы планировали проехать около 90 километров и остановиться в городе Билин. Но там мы своего отеля не нашли. Да что там отеля? Даже электричество было только в богатых домах, и мобильная связь ловила только возле дороги. В этом селении мы не нашли ни одного отеля, и нам пришлось по совету местных ехать дальше по дороге, где мы действительно нашли жилье. Но иностранцев могли поселить только в 2 отелях, и самая дешевая комната обошлась нам около $15. Сейчас почти 9:30 утра, и мы отправились в город Багоа. Сегодня нам нужно проехать 116 километров. Это будет самый длинный наш заезд в этом трипе. Сегодня утром шел дождь, в принципе, как и каждый день. Дождь и пасмурно примерно до обеда, после этого солнечно опять. Часто встречаются блокпосты, но такое ощущение, что их задача просто брать плату с машин, с КАМАЗов. Нас они даже не останавливают. Едем дальше и встречаем огромного Будду у города Кьяикта. Кстати, отсюда можно съездить к одному из знаменитейших мест Мьянмы, золотому камню, нависающему над обрывом. Но мы не поехали, потому что для велопохода это был слишком большой крюк. Так что мы довольствовались подъемом к одному из самых крупных статуй Будды в Мьянме и женщинами, которые носят еду на головах. Кстати, мы заметили, что буддисты почти всегда располагают свои храмы в офигенно красивых местах, а иногда еще и хвастаются, у кого Будда больше. Как, например, было в городе Багоа, куда мы сейчас поедем. Приехали. Пока пошла за фруктами, из-за некачественной велосипедной ножки наши велосипеды завалились, и у меня на велосипеде выскочило колесо. Сжались колодки, мы не заметили, начали вставлять колесо. И еще, я так понял, дополнительно их повредили. Нам осталось ехать еще около 30 километров, а уже скоро темнеет. Ну, как мы любим. Поломка велосипеда оказалась не последним испытанием этого дня. Вы же помните про сезон дождей? Что это такое поехало? Можно ехать, наверное, уже. Дождя вроде пока нет. В Багоа мы приехали уже поздно вечером, проехав уже 120 километров за этот день. И нас мало волновало, где мы поселимся, но не до такой же степени. Самое отвратительное, что мы когда-либо жили. Все грязное, штора отвалилась, куча насекомых ползает. Места мало, мы еле ходим тут со своими, еще багажом своим. А что это за надпись на телевизоре? А это, чтобы его не включать, ты смотришь на надпись. Кстати, на видео этот отель выглядит не так плохо. Ладно, с той гостиницей. Отправляемся на осмотр достопримечательностей Багоа, города, который был столицей Мьянмы. Мы уже посетили ступу, вернее не посетили, просто к ней подъехали, увидели, как дети предлагают всем цветы.
А затем поехали во дворец. Нам пришлось купить вот такие вот билеты по 10 тысяч кият, это около $7. Но этот билет дает право посетить аж 4 достопримечательности. Вот этот вот дворец, ступу, которая, кстати, очень большая, у которой мы были только что, сидячего Будду и лежачего Будду. Дворец Канбауза был построен еще 450 лет назад здесь, но потом был разрушен и реставрирован аж в 1992 году. Почему он был построен в Бага? Потому что это была столица Бирманской империи. Уже позже Бага был разрушен, многие дома были снесены наводнениями, а также пострадали во время войны, поэтому позже столица была перенесена в Янгон. А вот вторая часть дворца. Трон, холл. Он был тоже в нашем билетике, типа мы можем сюда пройти по этому билетику. Но оказалось, что вход сюда бесплатный, может прийти любой желающий. Сюда меня не хотели пускать вначале в шортах. Юбку на меня такую вот одели. Вот. Теперь я иду в юбке. Сказали, это бесплатно. Все-таки этот Будда больше, чем тот, что мы видели до этого. Сюда тоже вход бесплатный. Ну, донейшн, естественно. Можно положить сколько ты хочешь. И он такой весь в золоте, в камнях. Такой достойный внимания. Его даже закрыли крышей. Вот так выглядит стопа Будды. Храм на храме везде. Вы надоели. После не самой лучшей гостиницы и миллиона статуй Будд, от которых у нас уже в глазах пестрило, мы решили ехать прямиком в Янгон. 70 километров до Янгона? Да, сущие пустяки. Думали мы, пока не приехали к пригороду Янгона. Мы доехали до Янгона и попали сразу же в огромную пробку. Я такой пробки еще не встречал нигде. Причем она искусственная. Там полиция останавливает на перекрестке, пропускает то одну линию, то другую. Вот наша линия проехала, сейчас едет вот вторая линия. Ну, очень долго стоят. А мы на велосипедах раз, среди машин быстренько проехали. В Янгоне нам уже не терпелось попасть к нашему хосту Бену из Англии, которого мы нашли на сервисе Warm Showers. Это такой вот каучсерфинг для велосипедистов. Нас привлекал этот вариант не только потому, что он бесплатный, но и потому, что нам уже не терпелось пообщаться с местными или хотя бы с резидентами этой страны, чтобы больше узнать о Мьянме. Кстати, раньше мы уже селились по сервису Warm Showers в Бангкоке, и об этом вы можете узнать в другом видео по ссылке в описании. Конечно, мы знали, что в Мьянме нельзя бесплатно хостить иностранцев по закону страны. Но так как многие путешественники тут останавливались по сервисам Couchsurfing и Warm Showers, мы решили, что в Янгоне не все так строго. И мы ошибались, потому что менеджер дома даже не пустил нас на порог Бену. И нам в 9 часов вечера пришлось срочно искать хостел и ехать туда. Мы сняли простейшую комнату в хостеле Yangon Heart за $11 за комнату, но хозяева оказались настолько открытыми и дружелюбными, что казалось, что мы просто приехали к ним в гости. Янгон — это город, где полностью запрещены байки, поэтому люди здесь перемещаются либо на общественном транспорте, либо на своих машинах, поэтому пробки здесь с утра до вечера. Как хорошо, что у нас есть велосипеды. Мы всего второй день в Янгоне, и трафик нас уже достал. Ехать невозможно. Вот. Куча машин везде, светофоры такие длинные, я не знаю. Вчера пробка образовалась 3 километра только потому, что был красный свет. Колорит Янгона виден сразу. Здесь повсюду на улицах продают бетель, и все его жуют. Это такой жевательный табак, который делает рот ярко-красным. Говорят, что из-за частого жевания к 40 годам могут выпасть все зубы. Но, видимо, людей это мало пугает, о чем свидетельствуют красные пятна на асфальте по всему городу. Так как Янгон находится уже ближе к Бангладешу, здесь очень много индийских ресторанчиков. Было очень вкусно, но почему-то через пару часов начался дискомфорт в животе, который длился еще пару дней. Поэтому наше знакомство с индийской едой в Мьянме закончилось. К счастью, мы нашли другой местный ресторан, где было вкусно и недорого. Нам не так уж просто уходить в еде, особенно в Мьянме, потому что здесь
В большинстве ресторанов кладут лук просто во все блюда, а мы лук не едим. Также еда здесь очень часто очень жирная, что мы тоже не любим. Идеальное блюдо для нас это рис с морепродуктами и с кешью, орехами, которые уже просто как бонус добавили сюда. Еще как бонус добавили сюда яйцо и помидоры. Изначально мы собирались попасть из Мьянмы в Китай на велосипедах, но из-за гражданских войн в северной части Мьянмы мы не смогли этого сделать, поэтому нам пришлось лететь. Самым дешевым вариантом оказалось купить билет на сайте Air China, но мы не нашли информации по поводу стоимости перевозки велосипедов, и никто нам адекватного ответа на e-mail не дал, поэтому нам пришлось в Янгоне ехать в аэропорт, чтобы получить эту информацию. Аэропорт в Янгоне находится в 15 километрах от старого квартала, поэтому мы не только город успели посмотреть, но и попали на футбольный матч среди монахов. Сейчас расскажу, почему необычно то, что монахи играют в футбол. Мы 2 года назад жили у лаосского монаха по каучсерфингу. Да, это уже необычная история. Но он сказал, что ему нельзя играть в футбол, пить пиво и вообще заниматься ничем, кроме медитации, нельзя работать. Поэтому он ушел из монашества. А мы увидели, что здесь монахи могут играть в футбол. И здесь они, кстати, очень часто курят. Пагода Швидагон номер 1 достопримечательность в Янгоне. Она выше 300 метров, и на ее территории еще много мелких храмов, покрытых золотом. Вход сюда стоит 10 тысяч кьяс человека, но если вы пришли все-таки в шортах или в обычных штанах, то можно за 3000 кьяс взять на прокат юбку, и вам потом эти деньги вернут, когда вы вернете вещь. Итак, экстрим от Оли. Она будет спускаться по ровной поверхности вниз 2 метра. Что там, наложила в штаны? По пути у нас такой вот Кандавджи парк, очень длинный мост, на котором нет лавочек, но его строят еще дальше. По нему нельзя ездить на велосипеде, на скейте, вот, поэтому мы идем пешком. Представителей Air China мы в аэропорту не нашли, пришлось ехать к ним в офис. Позже мы узнали, что перевозить велосипеды стоит $120 за один велосипед. Это было очень дорого по сравнению с другими авиакомпаниями. Например, у Air Asia всего $38 за велосипед, но это все равно в сумме было дешевле, чем брать билеты у других авиакомпаний. Зато в аэропорту нам удалось прикоснуться к мьянмарскому источнику красоты Танаки. Это такой порошок из дерева, который мьянмарские женщины ежедневно машут себе на лицо. По их мнению, это не только спасает от укусов насекомых, но еще и очень красиво. Теперь я как мьянмарская женщина. На обратном пути из аэропорта мы снимали видео о крупнейшем озере в Янгоне, и с нами случилась неожиданность. Сейчас мы пришли на искусственное озеро Инья, которое было построено здесь во время британской колонизации. Услышав русскую речь, мужчина из Казахстана сразу же подошел к нам и пригласил к себе домой. Там он накормил нас вкусным борщом, дал согреться после дождя и даже приглашал у себя остаться, если нам негде переночевать. Но мы вернулись в наш хостел, потому что на следующее утро мы уже выезжали в Баган. В следующем видео вы узнаете о самом крутом месте в Мьянме Баган, который входит в список наследия ЮНЕСКО. А еще как бонус узнаете о самом дешевом способе добраться из Янгона до Багана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующем видео.